Здравствуйте! Этим видео мы начинаем серию видеоуроков по работе в программном обеспечении GravMac.Inf 2D. В этом видео мы рассмотрим назначение программного обеспечения, его основные функции и основные элементы пользовательского интерфейса. Начнем с основных функций и назначения программы. Программное обеспечение GravMac.Inf 2D предназначено для двумерного моделирования и двумерной интерпретации данных гравиразведки и магниторазведки. В данном ПО можно строить блочные, сеточные, плотностные магнитные модели и решать для них прямую и обратную задачу гравиразведки и магниторазведки. Наблюденные и рассчитанные поля могут задаваться не только на горизонтальной поверхности произвольной высоты, но и на поверхности произвольной формы, например, на рельефе. Обратную задачу можно решать в ручном и в автоматизированном варианте как для блочных, так и для сеточных моделей. Более подробно процесс построения моделей мы будем рассматривать в следующих видео, а сейчас перейдем к рассмотрению пользовательского интерфейса. В верхней части окна располагается список меню, по которому распределены все опции, доступные в программе. Ниже списка располагается панель инструментов, на которую вынесены основные опции из меню. Еще ниже располагается список сеточных моделей, с помощью которого можно переключаться между сеточными моделями. Сейчас визуализируется сеточная модель плотности. С помощью списка можно переключиться, например, на модуль намагниченности. Ниже, в левой части окна, располагается дерево проекта. В дереве проекта отображается информация о всех данных, загруженных в проект. Также с помощью дерева проекта можно импортировать и экспортировать данные, и также редактировать и визуализировать их в отдельных окнах, если это подразумевает данные. При активации некоторых данных через дерево проекта ниже в менеджере свойств появляется список опций, которые доступны для этих данных, и также некоторая информация об этих данных, например, информация о размерах или статистика. Правее располагаются окна, в которых визуализируются графики полей, а также плотностной и магнитный разрез. Верхнее окно предназначено для отображения графиков аномалий гравитационного поля. Под ним располагается окно, в котором визуализируются графики аномалий магнитного поля. Также в этих окнах могут визуализироваться дополнительные данные в отдельных осях. Эти оси визуализируются справа от каждого окна. Ниже располагается окно, в котором визуализируется разрез. Здесь может визуализироваться как блочная, так и сеточная модель. Они также могут визуализироваться одновременно, и кроме того, вместе с ними может визуализироваться изображение в качестве подложки. Справа от модели визуализируется цветовая шкала, если в данный момент в окне видна сеточная модель. И в самой нижней части окна находится строка состояния. В строке состояния в левой ее части визуализируются координаты курсора мыши при его перемещении по окнам с моделью или с графиками. Также, если визуализируется сеточная модель, то вместе с координатами подписывается значение свойства, которое находится под курсором. Также правее подписывается величина невязки среднеквадратической ошибки в миллигаллах и в процентах от разницы между минимумом и максимумом. Эти значения подписываются для аномалий гравитационного и магнитного поля. Также подписывается информация о высоте расчетных точек и информация о нормальном магнитном поле. Также в программе некоторые данные могут визуализироваться в отдельных окнах, но такие данные мы будем рассматривать уже в следующих видео. А на этом текущее видео подходит к концу.